Друзья, привет! Сегодня мы прогуляемся с вами по старому городу Гданьска, посетим самые интересные места и прикоснемся к их истории. Готовьтесь впитать атмосферу этого прекрасного города Польши и приятного вам просмотра! Ребята, это возвращение из мира мертвых. С вами по старому городу Гданьска посетим самое интересное. Гданьск — это столица Поморского воеводства, которая вместе с Гдыней и Сопотом образует Тригород или Троймясто. Самой главной достопримечательностью Гданьска является его старый город, который еще называют главным городом, который начинали строить в 13-14 веках. Мы начинаем свою прогулку с канала, где протекает река Матлава. Здесь находится разводной мост, который время от времени поднимают. Кстати, их несколько. И в первый день, когда мы только сюда приехали, мы увидели весь этот процесс. Это было очень красиво. Я, кстати, первый раз увидела. Кстати, чтобы вы понимали, сегодня 1 января, вчера был Новый год, точнее сегодня получается Новый год. Мы снимаем для вас видео, на улице прекрасная теплая погода, только ветер и солнце. Вот, и надеюсь, мы выживем в конце этого видео. Вот в этом месте начинается старый город, а там уже расположены новые дома, и мы где-то там, немного дальше, в одном из таких живем. Очень близко, кстати, и удобно приходить в старый город, буквально 10-15 минут, и все, можно гулять, наслаждаться этим местом. Переходя мост, сразу подходим к колесу обозрения. Немного фактов про него в цифрах. Высота колеса 50 метров над уровнем моря. В него входят 36 кабинок с кондиционерами и подогревом. Вес колеса 440 тонн. Стоимость билета 35 злотых. Время на колесе обозрения 15 минут. Меня сейчас немного сдует, но я скажу последний факт. 400 злотых стоимость VIP-кабинки, в которой можно провести полчаса вместе с друзьями, шампанским и прозрачным полом. Рядом с колесом обозрения находится Польская Балтийская филармония имени Фредерика Шопена. Мы в нее уже ходили один раз на один концерт, но покажем это уже в следующем видео. А пока просто знайте, что если вы любите искусство, то вам сюда. На самом деле наши планы поменялись, и видео с необычными местами Гданьска уже есть на канале. Там мы изучали филармонию внутри, а в этом видео посмотрим снаружи, потому что выглядит она действительно очень красиво и гармонично вплетается в атмосферу города. Смотри, можно вот так чуть-чуть. А вот, кстати, и прогулочный корабль, для которого поднимают мост. Вот этот большой корабль стоит здесь не просто так. Это Солдек, часть Национального морского музея. К сожалению, он сейчас закрыт до 13 января, как написано у них на сайте. Но мы потом планируем в него пойти и показать вам изнутри это место. Напротив морского музея находится портовый кран «Журавль». Они, кстати, связаны. И да, здесь достопримечательности находятся на каждом шагу, близко друг к другу, что очень удобно. Этот кран был построен в 15 веке и является единственным сохранившимся подобным объектом в Европе. Как вы поняли, сейчас он на реконструкции. В свое время «Журавль» помогал разгружать корабли и мог поднимать грузы до 4 тонн и 27 метров в длину. Следующая локация – это Зеленый мост. Здесь же находятся зеленые ворота, через которые вы можете попасть на главную туристическую улицу. Но сперва мы покажем вам оборонительную башню и Стыевские ворота. Они были построены в 16 веке и перестроены после Второй мировой. В прошлом башни и ворота защищали город от нападений. Сейчас же это одна из ценных исторических памяток Гданьска.
Друзья, вы часто спрашиваете, на какую камеру мы снимаем. Рассказываю. Это DJI Pocket 2. Эту камеру мне подарил Андрей еще на день рождения, когда мы были в Болгарии. До этого мы снимали на телефон, и, конечно же, камера вывела наш контент на новый уровень. В чем вообще плюсы DJI Pocket 2? Это супер маленькая и компактная камера, в ней есть встроенный стабилизатор, также в наборе идет беспроводной микрофон, но вообще можно и без него спокойно снимать, звук будет максимально чистый. Сама камера легкая в управлении, и во время съемки можно себя видеть. Ну и, конечно, огромный плюс — это качество в 4К. Так что, если хотите снимать для себя или профессионально, от души советую. Кстати, лайфхак. Часто люди переплачивают, покупая технику. Так вот, чтобы купить товар по самой выгодной цене, заходим на e-каталог, находим нужный продукт, изучаем рейтинг магазинов, сортируем по цене и выбираем самый лучший вариант. Чем еще хорош e-каталог? Здесь можно сравнивать разные товары, смотреть на динамику цен и изучать отзывы пользователей. И что еще круто, совсем недавно e-каталог вышел на рынок в Польше. Ссылку на нашу камеру я оставила в описании под этим видео. Заходите и изучайте. И вот она, рыночная площадь Гданьска, точнее площадь Длинный рынок. Она была основана в 13 веке и сначала использовалась как торговая дорога, ведущая к рынку. В свое время здесь устраивались праздники, фейерверки и народные гуляния. На улице жили богатые люди, дворяне, купцы и граждане, занимающие важные городские посты. В XIV-XV веках по субботам на Длинном рынке торговали мясом, а между фонтаном Нептуна и мэрией продавали живых поросят. На этом позитивная часть истории заканчивается, потому что здесь же устраивались казни ведьм, еретиков и преступников. Несмотря на то, что раньше здесь происходили не очень приятные вещи, сейчас эта площадь выглядит очень атмосферно. По вечерам тут играет музыка, также здесь работает очень много заведений и, естественно, можно сделать красивые фото. На площади и в округе находится очень много интересных достопримечательностей. Первую из них я уже упомянула, это фонтан Нептуна. Он был создан еще в 1633 году и с того момента стал символом Гданьска. Нептун стоял на страже Гданьска до Второй мировой войны, во время которой был снят и вывезен из города. Его вернули на место только в 1954. Последний раз фонтан ремонтировали до чемпионата мира по футболу 2012. С фонтаном Нептуна связана легенда о знаменитом гданьском напитке – травяной наливке Голдвассер. По легенде, Нептун увидел людей, бросающих в фонтан монеты, страшно рассердился, ударил своим трезубцем в воду и разбил монеты, превратив их в кусочки золота, которые до сих пор являются секретным компонентом гданьского напитка. А если серьезно, то Голдвассер был изобретен в 16 веке голландским иммигрантом со сложным именем. Это крепкий ликер, в состав которого входит 20 трав и специй, но самая главная составляющая – это действительно золото, а точнее мелкая крошка 23 карата. Сразу возле фонтана находится двор Артуса – красивый средневековый комплекс каменных построек. Здесь встречались высокопоставленные горожане и представители власти, устраивали праздники с концертами, театральными постановками и пиршествами. Ратуша старого города была построена в стиле готики и ренессанса. В работе над ее интерьером работали многие художники, архитекторы и мастера 16-17 веков. А теперь внимание! Мы подошли с вами к одной из самых важных достопримечательностей Гданьска – Церковь Святой Марии. Место, которое полно интересных фактов. Во-первых, это крупнейший кирпичный храм в Европе. Просто посмотрите на его масштабы.
Базилика имеет 105 метров в длину и 66 в ширину. Высота здания 82 метра, что примерно равно 27-этажному дому. Во-вторых, храм строился поэтапно в течение 159 лет. В-третьих, каждый день в 11:57 здесь можно увидеть представление театра астрономических часов. Шоу проходит только один раз в день. В-четвертых, базилика способна вместить более 20 тысяч человек и входит в список самых известных костелов Польши. И в-пятых, пол храма состоит из около 400 надгробий, под которыми были похоронены выдающиеся граждане Гданьска. Костел посмотрели, а теперь можно подняться на башню со смотровой площадкой. Билет на нее стоит 16 злотых, а чтобы подняться на самый верх, нужно пройти 409 ступенек. Вообще, Гданьск, или в немецком варианте Данциг, это уникальный город за счет своей истории. В XVIII веке он стал частью Пруссии, а затем Германии. В 1919 году Гданьск стал свободным городом под управлением Лиги наций. Во время Второй мировой Гданьск был оккупирован, а многие польские жители были убиты или выселены. После войны, согласно Потсдамскому соглашению, город был передан во Временное управление Польши. Чуть позже полностью включен в ее состав. Передача Гданьска Польше вызвала много споров и напряженности между Польшей и Германией. Однако сейчас Гданьск является важным культурным, экономическим и туристическим центром Польши, а также символом примирения между Польшей и Германией в послевоенные годы. Человек идет, по чуть-чуть он идет. Потому что скользко человек идет. Мы вышли с башни, впечатления, конечно, прекрасные, но мы потеряли нашего друга, нашего мертвого кота, который здесь был на микрофоне. Тет-кэт называется. И эта штука убирает лишний воздух, ветер, в общем, ветрозащита. Ну что ж, будем потом его как-то искать. Ребята, это возвращение из мира мертвых. Я не знаю, каким образом, но мы его нашли внизу. Это чисто магия, потому что я помню, что наверху его уже не было. Мы не могли его найти, я там шарф одевала. Спускаемся, я снимаю кадр. Андрей в этот момент смотрит под ноги, и он лежит. Капец, ладно, история вообще сумасшедшая. Ну, для нас, да? Магическая. Когда мы уже так расслабились, подзабили, типа, да ладно, уже как-то найдем его. Просто это не так легко, наверное, найти запчасти от этой камеры. Ну, в общем, ладно, потому что мы в Болгарии покупали. Нашли, и хорошо. Следующая наша локация – это Золотые ворота, которые были возведены в 1612-14 годах. Обе стороны ворот имеют атик с фигурами. Сейчас будем учить новое слово с Катей, да, наша любимая рубрика. Вот видите зеленую сетку наверху? Как раз вот за ней находятся фигуры, это и есть атик. Вот еще вам несколько примеров. Да, я решила показать наглядно, потому что все определения этого слова максимально сложные. У нас очередной кадр снизу, чтобы запечатлеть меня и место. Так вот, еще одни ворота. Выжинские ворота раньше были главным входом в город. В верхней части ворот можно увидеть 3 герба. Посередине герб Польши, справа герб Гданьска, слева Королевской Пруссии. Во время Второй мировой войны ворота получили незначительные повреждения, поэтому сейчас мы можем видеть это место в его настоящем виде и даже можем потрогать.
Следующая достопримечательность – это Большой арсенал. Он был построен в начале 17 века и до 19 века использовался как склад оружия. Здание не раз перестраивалось и было практически уничтожено во время бомбардировок Гданьска в 1945 году. Следующая наша локация – это Королевская часовня при церкви Святой Марии. Здесь совершаются святые мессы. Кстати, вы заметили, что здесь, в Гданске, вот такие вот необычные узкие старинные домики. В Варшаве, в старом городе было, они выглядели совсем по-другому. Здесь свой стиль, потому что все-таки идет от Германии, да, от немецкого стиля. Но тоже красиво, атмосферно, и это такая фишка Гданска, вот такие, узкие дома. Еще одно интересное историческое место – церковь Святого Яна, которая расположена в северной части старого города и была основана примерно в середине XIV века. Сейчас мы подошли с вами к очень необычному месту Гданска. Это самая большая мельница в средневековой Европе, которая сейчас является музеем янтаря. В ней представлено более 1000 экспонатов. Вообще в Гданске находится одна из самых больших коллекций янтаря в мире. Ну что, мы обошли с вами весь старый город Гданьска. Ставьте лайк, если вам понравилась прогулка, и пишите в комментариях, какое место вам запомнилось больше всего. А мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока!